И у нас вот такая вот Peugeot'шка 504. И мы прибыли на колоссы Мемнона. Вот такие. Это две статуи. Это вот эти вот две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую смотрят туристы именно вот на западном берегу Нила, близ города Луксор. В древности этот город назывался Фивы. Да, это была столица Египта. Фараон Аменхотеп III, а не Мемнона. Вот как, ну как бы в Википедии называли, что это Аменхотеп III. Но они и изображают сидящего Аменхотепа III. Его руки положены на колени, а взгляд его обращен на восток, к реке и восходящему солнцу. А вот же еще вон там есть фигуры. Да, вот есть еще две фигуры. О, фигуры, если ты видишь, две меньшие фигуры вырезаны на передней части трона вдоль его ног. Это фигуры, вот они, маленькие, видишь, да. да? Вот это она, его вот жена Тия и мать Мутемуия. Боковые панели отображают бога Нила Хапи. Первоначальное предназначение вот этих вот статуй, оно поставили для того, как охрана или не охрана, короче, перед храмом поминальным. На страже вот поставили, на страже ко входу в поминальный храм Аменхотепа. как стража. Да, как стража в храм этот поминальный. Смотрите, вон трещина идет. И вот это вот, видно, реставраторы. Видишь? Они завтракают, вернее. И вот они начинают реставрировать, чтобы полностью не разрушилось это все. Потому что оно все уже смыло. Нил, он постепенно это все, эта статуя все убывала, короче, ну и вот то, что вот осталось из этой статуи. Да, потому что, я так понимаю, Нил широко разливался и доходил, видно, до сюда. 670 километров, получается, транспортировали вот эти вот огромнейшие камни по земле, не по Нилу, потому что по Нилу их было невозможно транспортировать из-за их вот такого вот огромного веса, только по земле. Представляешь, 670 километров. Ну да. Это все на плечах рабов, буйволов, в жару. Ну не буйволы здесь, что, верблюды. В жару по пустыне, ну вы представляете, и вот этот каково вот, это. Храм, это массивный культовый центр, построенный при жизни фараона, где он почитался как воплощенный бог на земле, перед и после его отбытия из мира сего. В его дни этот храмовый комплекс был самым большим и самым роскошным в Египте, покрывая в сумме 35 гектаров. Даже последующие соперники, как Рамзес II или Рамзес III, даже не могли покрыть такую площадь, даже как храм в Карнаке, и то был меньше. А вот с левой стороны отчетливо видно, это вот, наверное, жена. С одной стороны жена, но не буду утверждать, где жена, где мать. Ну, даже вот лик отчетливо виден. Хорошо сохранился. А еще такая здесь легенда есть, что из-за того, что статуи были раскалены, получается, да, и они издавали какой-то такой звук, ну как поющее что-то. Представляешь, ну это такая легенда была. А вполне потом возможно. он уже прекратился. Потому что вон, я вижу щели между камнями. И Ну, когда так ветер дует, и Да. происходит такой то ли свист, то ли это завывание. Так, и вот тоже нашли такую интересную информацию, что этот же Мемнон, который изображен на статуе, Да. который сделал себе статую,
Это участник, Был героем, да, герой был героем Троянской Троянской войны, войны. всеми известно. Да. И вообще Мемнон означает имя, это правитель утренней зари. Вот интересно, вот когда я говорила про эту легенду, но и говорят, что вот в 5 часов утра все равно эти звуки еще слышны, и после 7 вечера. Интересно, да? Да. Потому что в 199 году эти звуки уже закончились, а вот там вот внизу, там они видны, эти щели, и вот именно снизу этот звук издается. Да. Ну все, ребята, мы Так будем... что двигаемся мы Да, дальше. двигаемся дальше. Оставайтесь с нами. От вас лайкосик и подписка. Ну, мы идем к нашему ретро-авто. Да, вот. Welcome limousine. Welcome лимузин.